Алтай. Земля величественных гор, бескрайних лугов, чистых и стремительных рек. С высоты эта долина кажется абсолютно дикой, удаленной от цивилизации. Если внимательно присмотреться, можно увидеть несколько небольших построек, напоминающих юрты. Свернув от деревни Кыркыла и проехав 15 километров по бездорожью, вы попадаете в Чаджаевку. Название это образовано от китайских слов «чаджай», что означает «чайная обитель». Андрей Никитин – предприниматель из Томска. 8 лет назад организовал здесь экопоселение. Ему захотелось не просто переехать с семьей из города, а полностью изменить свой образ жизни, чтобы дети воспитывались в гармонии с природой. Сейчас к Никитиным присоединились еще 20 семей. Регулярно приезжают на лето гости из-за рубежа и студенты-волонтеры. Одно из основных занятий экопоселенцев – сбор лекарственных трав. В основном это иван-чай, благо экологические условия здесь чудесные. Чтобы вся наша деятельность была созвучна и гармонична месту и природе, мы должны с вами сонастроиться. Необходимо найти контакт с духами, что ли, вот этой вот поляны, на которую вы пришли, поприветствовать, попросить разрешения на работу. Каждая травка, она имеет какие-то свои, назовем это так, вибрации. И когда мы с ней сонастраиваемся с травкой, то потом проще ее собирать, и ты чувствуешь, вот это вот надо взять, вот это вот лучше оставить. И собираем все, что вот мы видим вокруг себя, мы берем максимум треть из тех трав, которые есть на этой полянке, для того, чтобы потом она могла, эта трава здесь возобновляться и не нарушать экологический баланс, не вредить месту, быть как-то вот с ним в гармонии. Основными принципами экопоселения является невмешательство в природу и уменьшение потребления. В качестве источников электроэнергии используются солнечные батареи. Дома особой купольной формы позволяют дольше сохранять тепло. В поселении нет мобильной связи и интернета. Тем не менее, это никак не отягощает жизнь людей. Наоборот, отказавшись от излишеств цивилизации, они могут понять, что в действительности им необходимо, а что нет. Все же экопоселенцам приходится иногда уезжать во внешний мир, например, на лечение. Вот и дочери Андрея, Кристине, пришлось покинуть Чаджаевку, когда она вступила во взрослую жизнь. Я закончила в этом году 11 класс, поступлю в Томский университет, но надеюсь, что все равно летом будет возможность приезжать сюда. Мне здесь очень нравится, я люблю заниматься с травами. Жители Чаджаевки говорят, чтобы получился вкусный и полезный чай, делать его надо, находясь в гармонии с самим собой. Возможно, им это удается. Иногда нам всем полезно отвлечься от привычной жизни, обратившись к природе. Тогда можно посмотреть на все со стороны и, быть может, найти себя.